Приветствую всех, друзья. С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Общий расклад Таро на любовь и отношения, на загаданного мужчину, он о вас самому себе, честно, честно. Давайте посмотрим сегодня, что бы хотел сказать о вас загаданный человек, загаданный мужчина больше. Что он думает, чувствует к вам сегодня, вот прямо сейчас, в эту минуту или в течение того времени загаданного, которое происходит, проистекает в отношениях между вами. Возможно, какие тайны он хранит, возможно, какие истинные чувства. Вот мы начнем сегодня с ситуации вашей, а потом перейдем к тому, что будем открывать из потока, вопросы. Работать будем сегодня с двумя оракулами. Монарочка будет сегодня тоже. Так, настраивайтесь на свою ситуацию, на интуицию. Начнем. Поехали. Что за ситуация у вас? Десятка жезлов. Такое ощущение, что вам бы довести это до конца, но вот все никак не получается. То есть хотя бы до какого-то логического завершения. И по десятке жезлов часто это кармические отношения. Кстати, отслеживайте карты, которые у вас повторяются. Допустим, в моих раскладах, если смотрите только мои, или в моих и чужих, если комбинируете, по-разному люди смотрят. Бывает случайно заскакивают, например, на мой расклад или на чужой, и карты повторяются. Я об этом. Так, дальше. Девятка кубков. Здесь вот я вам скажу так. Женщина делает вид, что ее все устраивает. На самом деле все устраивает именно мужчину. А мужчина дает женщине возможность потрогать малинку. Или клубничку. Как-то так. Дальше. Отношения эти могут быть судьбоносными, но в этих отношениях нужно что-то завершить. Смотрите, уже 2 раза судьба выпадает. И, похоже, что это судьбоносные отношения. Кармические, судьбоносные. Родственные души я пока здесь не разглядел. Посмотрим, может быть, еще и выпадет еще и родственные души. И вот тогда будет вообще караул, кричи. Так, давай смотреть дальше. Смотрите, здесь, как минимум, женщина испытывает чувства к мужчине. Она как бы надеется на взаимность. В ее животе, даже, скорее всего, не в животе, а в сердце живут бабочки. И они рвутся наружу. Как минимум, мужчина обнадеживает женщину здесь. И, обратите внимание, может быть, у вас 3-я, 4-я чакра постоянно, вы ощущаете, может быть, не только бабочек, может быть, покалывание какое-то. Это тоже может быть. Девятка мечей. Страхи какие-то есть, сомнения. И как будто бы, вы знаете, было нелегко в этих отношениях. Стало еще тяжелее. Как бы оно все меняется постоянно. Вроде бы как в лучшую сторону. Женщина как бы думает, что ей классно, все тут комфортно. Вроде бы как и малинку дает или клубничку потрогать или покушать. Может даже там это смородинка какая-то. Или еще что-нибудь красненькое такое, вкусненькое. Может даже красная икорка, вроде бы как. Но это вроде бы как. И даже вроде бы как и сердце поет, но все равно то ли сны снятся какие-то дурные, то ли ситуация в тупик, то ли бьетесь головой о стенку, то ли не слышите друг друга, то ли вас партнерша пугает. Такое вот. Кстати, все здесь выпало только женские аспекты. Колода такая, здесь есть и мужчина, и женщина, но выпали одни женщины. Даже эта девочка с колесом и чайкой, она здесь тоже девочка, да? Окей. Я вам так скажу. Судьбу этих отношений нужно изменять. Или поменять для чего? Как минимум для того, чтобы не было тупика. Это тупик.
и не было тяжело. Это почему-то так. И в судьбе этих отношений должно что-то измениться. Вот. Старший аркан, он колесо фортуны, и здесь должно что-то поменяться. Он единственный здесь старший. Девятки здесь. Девятка и десятка. Как бы что-то уже доведено до предела. Дошло до края. На этот край нужно пройти. Девятка. Две десятки, две девятки. То есть, по сути, как бы, чтобы все было хорошо, нужно пройти Рубикон. Вот такое почему-то у меня. Но, может быть, в ваших отношениях достигнут кризис возраста определенного. Любого. 25 лет, 35 лет, 45, 50, 55, 60 и так далее. Это по-разному бывает, у каждого свой кризис. Не обязательно эти круглые даты, они могут быть четные и нечетные. Как у вас, какой кризис у вас, напишите в комментариях. Давайте посмотрим. Десятка жезлов. Что критического, да, в ваших отношениях? Что критического в ваших отношениях? Король кубков. Либо мужчина очень сильно волнуется, переживает. Кстати, мужчина здесь может быть скорпионом, раком или рыбой. Вот. И он не просто переживает, он еще и своими эмоциями задает темп, как бы ритм. Управляя этими эмоциями, он отягощает ситуацию. Что дают женщине? Дают такое женщине здесь. А на самом деле это выгодно мужчине. Как бы любовь. Любовь здесь выгодна мужчине, но женщина ее может ощущать. Имейте в виду двойка кубков. Так, интересно, да? Получается вроде бы как мужчина сгущает краски. Может быть где-то, да, может манипулировать отношениями, там, делать женщине тяжело, больно. Но все равно женщина вроде бы как чувствует любовь, а мужчине это выгодно. Видите, как бывает? Такое тоже бывает, а чуть нет. Колесо фортуны. Но вам судьба перезагрузить эти отношения как минимум. Но лучше будет, если вы их перезагрузите. Обращаю внимание, второй старший аркан выпадает под старший аркан. Это говорит, что реально колесо фортуны здесь рулит. То есть вам вот так продолжать эти отношения не судьба. Не судьба, слышите, не судьба. Да, не судьба. Я закончу. Ни судьба, ни дух не рекомендуют. Ни судьба, ни дух не рекомендуют. Так продолжать эти отношения. То есть что-то должно быть либо принципиально новый подход к мужчине и к женщине, в том числе, либо принципиально новый мужчина должен быть. Или мужчина здесь должен бы быть, принципиально измениться. Вот это тоже может быть, имейте это тут в виду. А вот что чувствует сейчас женщина? Давайте проверим. Как бы проверите свои чувства. Может попадет даже. Во-первых, женщина чувствует ритм этого мужчины. То есть он играет на контрабасе здесь. Она чувствует его слова, музыку, голос. Чувствует, что он управляет этим всем. Чувствует. Хотя хочет управлять. Дирижером хочет быть здесь женщина. И мужчина здесь император. Кстати, это светлый император. Не темный. Но, тем не менее, мужчина здесь главный. И женщина может чувствовать, что она не сможет без власти этого мужчины над ней. Если вы чувствуете совершенно наоборот, что вам надо быть без власти, так тоже может быть, это тогда зеркалит.
зеркало расклада. Окей. Но, тем не менее, мужчина здесь главный император. Также женщина может чувствовать, что этот мужчина на самом деле очень похож на ее отца. Да, это тоже может быть, потому что здесь мужчина, и здесь император — это главный мужчина. А главный мужчина всегда отец. Как ты ни крути. Хорошо у вас было с отцом, плохо было с отцом, но это главный мужчина в вашей жизни. Он творец, да? Да. Что пугает? Еще один шут. Ну, пугает открыться, пугает даже ясность. Пугает начать все сначала. Пугает открыть душу. Пугают тайны. Пугает непредсказуемость. И пугает сделать первый шаг навстречу. Могут пугать духи. И могут здесь вот в этом раскладе, кстати, девятка мечей с дураком пугать может безумие. Пугать может болезненная зависимость, созависимость. Вот здесь видите, как много чего может пугать. Пугает непредсказуемые повороты судьбы. Пугают непредсказуемые чувства и пугает то, что дальше на душе может быть еще тяжелее. Вот так вот, видите, как интересно здесь. Ну что же, друзья, давайте перейдем к нему. Он о вас. О, видите, интересно, когда. Еще и дурак третий тут. Ну, хорошо, посмотрим, может он повторится, не повторится. Он о вас самому себе честно. Давайте посмотрим, какая вы в его глазах. Вот как он видит вас, какой он видит вас. Вот. Какой он видит вас. А какие вопросы пойдут, не знаю. Он видит вас подчиненной вам, контролируемой вами. Он видит вас, что он понимает вас с полуслова, с полувзгляда, читает ваши мысли. Ну и чувства тоже читает. Он видит вас, ну, как минимум, зависимо управляемой. Как он себя будет вести, так и вы будете вести. Он как будто бы сканирует вас и, может быть, где-то взял вас в плен. Он видит вас оплененной или плененной. Смотрите, Водолей выпал опять. Не опять, а выпал. Не опять основа, не опять, а выпал, да. Вот так вот. Хорошо. Какой он видит? А какой бы он хотел видеть вас? Вот учитывая ту девятку, да, и двойку кубков. Какой бы он хотел видеть вас? Ну, такой бы он и хотел. Его все устраивает. Все-таки четверка. Ну, во-первых, он хотел бы увидеть приземленную женщину. Ну, такую простую, давайте так скажем. Зависимую от него. Где-то, может быть, униженную. Ну, как униженную? Там он вас, может, специально унижать не будет. Но так, чтобы вы зависели от него в материальном плане. Здесь Козерог. Солнце в Козероге, точнее. Да или Козерог в Солнце, неважно, кто куда, кто кому и кто в ком, да. Да, надо давать возможность и там побыть, да. С точки зрения психологии и исследования пространства вариантов. Но, смотрите, здесь Земля, как минимум, он бы хотел, чтобы вы зависели от него. Хорошо, давайте спросим. Как он воспринимает эти отношения? Как он воспринимает эти отношения? Считает ли он вас судьбой? Считает ли он вас судьбой? И давайте еще сюда же добавим. Сможет ли он как-то поменяться? Хотя вряд ли он сможет поменяться. Но можете успокоиться, как бы с одной стороны. Вы вызываете в нем только позитивные чувства. Сможет ли он поменяться? Тайна, загадка. Это рыбы. И тут дух, тут непредсказуемость. Считает ли он судьбоносными отношения эти? Да, считает.
Ну, для него эти отношения... Для него могут быть все отношения судьбоносные. Он может быть такой человек, который умеет располагать к себе женщину, мужчину, да, вот так вот. И она тоже может быть, смотрите, тут и про женщину может быть для мужчин. Кстати, мужчины здесь водолеи и воздушные водные знаки особенно. Хотя император сочетает в себе абсолютно всех, все стихии тоже, но больше он овен и любой земной знак. Хорошо. Дальше. В чем он считает свою силу вот над вами, да, вот. Чем он цепляет вашу душу, вот так вот давайте все равно, потому что тут зацепить душу. Вот как он, на что он вас словил, давайте вот так скажем. Но на что он вас словил, сразу скажу, он должен выглядеть достаточно прилично, респектабельно, там как-то мастерски, может, владеет игрой на каком-то инструменте или еще там, ну, может, на фибрах вашей души, да. Ну, во-первых, он умный, этот человек, а вы цените это, но он может говорить там, слушай, ты такая умная, да, вот он умеет делать комплименты, и он очаровал вас. Я объясню, почему здесь трубка, а трубка это окуривание это чара, это очарование всегда. Это как минимум мастер слова. Он умеет владеть словом. Он умен, этот человек. Вы чувствуете его интеллект. Он умеет управлять. Умеет управлять. И смотрите, здесь опять воздушный знак, да? И водный знак. Вот умеет он и словом зацепить за душу. Имейте это в виду. А чем он, ну давайте посмотрим, а чем он так вас, ну, пугает, что ли? Чем он вас так пугает, что ли? Пугает. Чем пугает вас он? Чем он вас пугает? Ну, такой он сердцеедик. Сердцеедец. Сердцеедок. Сердцеедец там. Так. Сердцеед он. Может делать вам больно. Знаете, я вам так скажу. Вы влюбляетесь в него, проваливаетесь в него. И знаете, вы когда... Иногда у вас так вот происходит такое просветление. О, що це було? Що це було? Що це було? О, так, о, що це було? Потом бах, опять засыпаете, проваливаетесь, и это вас пугает. Но вы боитесь, что он сделает вам больно, а вы его любите. Вот, видите как? Здесь такое, здесь манипуляция любовью, объясню. Вот она, двойка чаш. Где-то вот тотальный контроль, где-то загадочность. Вы, по сути, как бы влюбились в некую форму такую. Она вроде бы как материальная. Она вроде бы как материальная. Но. И она вроде бы как дорого выглядит, лощено так. Ну, роскошно выглядит, даже можно так сказать. Лощено может выглядеть, потому что здесь вот лоск. И лоск это не только от слова лоскот, да, лоск. А лоскот сам щекочет, да, бабочки. Бабочки, то есть это так оно пощекачивает вам нервы, и иногда нервы, иногда адреналина добавляет даже в эти отношения. Вот оно адреналиновое. Есть тузы. Здесь ставка в этих отношениях высока. Опять-таки, да, пошли тузы. Вот, и важно не потерять контроль. Ну окей, что думает о вас? Вот что он думает о вас? Знаете, он думает, что он все правильно делает, думает, что вас побеждает, победил, при этом вы вроде бы как женщина, держите его за одно место, да, как будто бы, то есть, но вы при этом считаете, то есть, считаете, что вы имеете над ним контроль. Но, смотрите, в этом и стоит его задача. Делать все так, чтобы вы считали, что вы управляете ситуацией. Он как бы дает вам возможность ощущать себя победительницей. Возможно, так он вас и побеждает, имейте это в виду.
Еще раз, она его держит за хобот, а он ей предлагает там вино и так далее. Все так. Окей. Дальше. Что еще думает? Давайте еще проверим его мысли. Что он думает? Давайте о том, что вам нравится. И что он думает о том, без чего вы не можете. Смотрите, двойка огня — это как раз то, без чего вы не можете. Ну, как минимум, вам здесь важен секс. Он важен здесь. Там, где огонь, там, где жезл, и всегда это сексуальная энергия. Но вам важно, без чего вы не можете, без внимания к себе. И он это вам дает. Вот. Слышите? И он знает это. И он вам это дает. Уделяет это внимание. И он этим вниманием еще может управлять. Причем он им управляет каким образом? Ограничивая это внимание, вам становится его не хватать, и у вас начинаются вот эти вот, могут быть, турбулентности, болевые ощущения. И окей. Что он чувствует к вам прямо сейчас? Его чувства. Вот как раз вот посмотрим. Тут шут, колесо фортуны и типа друг вроде бы как. Но не враг. Смотрите, все идет по огню. И мысли, и чувства. Во-первых, ему важен над вами контроль. Если у вас есть сексуальная связь и сексуальный контроль, и тут десятка жезлов, и тут десятка жезлов. Ему с вами нелегко. Вы такая строптивая. Вы просто так не поддадитесь, да, на какие-то, ну, вроде бы провокации, и вроде бы на агрессию вы не пойдете, ну, как бы не будете подчиняться. Но, тем не менее, он вас этим он вас и держит. Любовь ли это? Ну, как бы минимум тогда она должна быть очень страстная такая, прям очень страстная. Я прям, знаете, не просто бабочки в животе, а прям сгорить та шкварчить, кажет, да? Та шкварчить. Хорошо, что еще чувствует к вам? Но он чувствует, что вы сопротивляетесь, но поддадитесь. И он чувствует, что владеет вашим вниманием. Вот он бакланит постоянно, бакланит, разговаривает с вами. И вы успокаиваетесь. И он чувствует, что когда он с вами налаживает вербальный контакт, вы спокойны. Вы спокойны. Четверка мечей. Вы-то спокойны здесь. Это покойник или спокойствие. И он чувствует, что он вас понимает. То есть, что он еще чувствует, что когда он на вас принажмет, немножечко принажал вот здесь, да? Принажал, да? И вы приуспокоились. То есть, его, как бы, по сути, защита — это умелое нападение вовремя. Вовремя надо нападать уметь. Когда все получится. Ну и вам так кажется, что вы вовремя нападаете. А он вовремя поддается. Видите, здесь такие, ну, психологические игры, где каждому кажется, что он умеет играть в эти отношения. Но вот женщине точно кажется, а мужчине точно не кажется. Вот мужчина здесь умеет играть. Вот здесь. Ну, судя по тем картам, которые выпали. Почему? Потому что здесь все-таки задает темп Водолей и Король чаш. А если Водолей и Король чаш соединяются, то поверьте, это не лучшая, как бы, комбинация с точки зрения чистоты какой-то, да, идеальных энергий совпадения. Но по качеству это классно. То есть это идеальный шторм. То есть идеальный шторм, кризис заказывает здесь именно мужчина, и он в нем где-то даже и заинтересован в этом шторме. Давайте посмотрим еще. Вот источник страха и непредсказуемости, смешанный на любви. Что это? Что это? Чем является этот страх, непредсказуемый страх, ниоткуда возьмись страх, замешанный на страсти и любви, боли. Вот такой коктейль из страхов, потом духов и страсти. Что это такое? Как это можно объяснить?
Это работа, это результат приложенных усилий, действий, то есть это следствие причин. То есть это причинно-следственные связи и где-то результат кармической работы. То есть если перекидывать на него, это его работа над вами, результаты его работы. Если перекидывать на вас, ну, результаты ваших стараний. Вы старались, может быть, подыгрывать ему, а может быть, старались задавать ритм и темп, да. Ну, он же, видите, с контрабасом, а вы с виолончеленом. Как-то так. Играйте себе. Ну и играйте себе. Давайте посмотрим, какие у него планы на вас прямо сейчас. Что планирует. Но он планирует как-то распределить вещи. В ближайшее время он будет с вами контактировать на уровне фетиша вещей. Вот какие-то вещи, вот какой-то подарок может быть. Вот давай что-то поделим с тобой. Вот давай я тебе помогу, но вот ты мне, я тебе. Услуга за услугу. Давайте еще посмотрим, какой планчик у него есть в отношении вас. Он будет совершенно другим человеком. То есть он планирует предстать перед вами другим человеком. Но при этом, ну, он может, скорее всего, он предстанет перед вами таким человеком. Вот, ну, давайте скажем, оборотнем, что ли. Другим. Но он бы не хотел, чтобы вы его увидели таким. Да? Может быть, ему придется так. А на самом деле это в его планы не входит. Потому что это было бы мудрым, как минимум, для него так не показаться вам. Слышите, да? А что он будет именно делать? Да, вот планы, а вот как он будет проявляться? Ну, смотрите, он будет вас удерживать возле себя, давать вам выбор, он вам будет говорить, ну, ты можешь это сделать, а можешь это не сделать. Ну, конечно, лучше сделай это, если ты меня любишь. Он вас как бы будет подталкивать к некому такому страданию. Тут Садамаза, кстати, у него вся спина исхлыстана, да, чем-то, да. Ну, это может быть кнут, конечно же, а может его указка, да, там, или его кисточка. Ну, кисточка у него тут такая жесткая, узкая, да? То есть он как бы вас будет подталкивать к тому во имя любви, страданию, которое вы, в принципе, от него можете отказаться. Он так может говорить, ну, ты, конечно, можешь это не делать, но, малыш, ну, сделай это, да, вот как-то так. Ну, любовь моя, там, ну, звезда моя. Ну, или как он там вас еще называет, да, звезда, любовь, там, малыш. Ну, давайте, что тут еще из потока, да, чаечка моя, да, вот так. Вот чаечка такой тоже может быть. Тут чайки есть, вот одна, вот вторая, две чайки, кстати, обратите внимание. Колесо фортуны. Чайка, и здесь вот полуколесо чайка. Хорошо, как он еще проявится? Знаете, он проявится, скажет, слушай, надо быстро что-то сделать. Быстро, он вас будет торопить. Ну, смотрите, здесь рыцарь воздуха. Только ты это можешь сделать. От тебя все зависит. Будет манипулировать вашими возможностями. Подгонять такое, дедлайны ставить вам. Давай, давай, быстрее, быстрее. Вот. Только ты можешь решить этот сложный вопрос. Вот только ты можешь справиться, потому что, ну, смотри, что, ну, как бы, чтобы ты была спокойна, тебе надо это сделать. Вот так. Почему-то так. Он вас будет уговаривать. Смотрите, говорить, давить авторитетом на что-то важное для вас, может быть, ценное и волнующее. Император — это ценность, а паж кубков — это волнующее. Окей. Давайте скажем так. Вам на это все надо вестись или не вестись. То есть воспринимать это то, что от него идет,
А как он будет там планировать и проявлять, принимать это или нет. Вы так как-то тут принимаете, уже принимаете. Принимаете. У вас уже полный рот этого приема, полные уши, да, полное сердце. Вы уже наполнились так, что я не знаю, что и делать дальше. Принимать или нет. Здесь принцип доверяй, но проверяй. Надо прислушаться, приглядеться, принюхаться. Как бы не откидывать этот шанс, но тщательно его проверить. Вот почему-то такое. Любит ли он вас по-настоящему? Вишенки на торте, да? Давайте эту часть назовем вишенки на торте. Любит ли он вас по-настоящему? Давайте так. А вы влюбили его в себя? Вы очень красивая женщина. Вот, внешне. Особенно вот лицо у вас красивое. Губы красивые, красивый носик, бровки, лобик, глазки, волосики, да, вот. Вашу фотографию, если вот так поставь, то можно влюбиться. Он любуется вашей фотографией. Какие истинные чувства вы пробуждаете в нем? Страсть. Он, прям хочет вас, да, и хочет, чтобы вы его разрывали. Вы в нем вот эти чувства, да, то есть хотел бы он с вами покружиться на колесе фортуны в вашей или в своей спальне, да, вот так. Дальше. Смотрите. Если у него действительно реальные планы на вас, или это все игра? Смотрите, здесь идет какая-то... вот если это игра, то это игра в переписку, где вы один другого вообще либо не видели, либо не знаете, либо вы много фантазируете, как минимум. И женщина, как минимум, здесь отшельница, а мужчина нифига не отшельник. Вот в этом проблема. Видите? А мужчина здесь как отшельник, вроде бы, но нифига не отшельник. Может быть, здесь оборотень. И здесь, смотрите, он с этого оборотня превращается вот в этого, который стоит за спиной. Видите? Вот тут он сидит, вот он опять черный. То есть, я скажу так. Настоящее ли то, что мы смотрим? Ну да, естественно, это все абстрактное ядро, но настоящая ли ваша ситуация? Смотрите, учитывая вот эту карту и учитывая вот эту семерку именно Земли, я вам рекомендую, вот для того, чтобы не попасть в какой-то просак, подвергнуть сомнению то, что происходит между вами, и критическое независимое мышление вот, вашей подруги, вашего друга или человека, которому вы доверяете, а семерка Земли — это сомнение именно. Здесь нужно. Поэтому, как минимум, вот эта вся прелесть, да, со всеми плюсами, подлежит серьезному сомнению. Будете ли вы вместе? Если сможете пережить какую-то серьезную потерю, унижение и страдания. Это о страданиях, к сожалению. Здесь они есть. Причем мужчина говорит: давай страдай, ты можешь это. Причем страдания не обязательно физические. Могут быть материальные, могут быть душевные, эмоциональные, могут быть интеллектуальные, еще и физические могут быть, да, прям. И может быть еще и такое социальное страдание. И из-за того, что вы вместе, страдает даже ваш социальный статус или ваша работа, бизнес и ваше карьерное положение на пути к карьере. То есть вы жертвуете этим. Да? Ну и просто совет высших сил. Имейте в виду, мужчина здесь достаточно, здесь очень много королей, проявляется во всех ипостасях. Почему? Потому что он император, он полностью здесь царь-бог, управляет ситуацией, причем проявляется и как водолей, и как император. Проявляется, сейчас еще скажу, как он тут уже вылетело, да, ага. Король, какой король еще? Ну, император, ладно, бог с ним. Как водолей, как овен, как лев, как стрелец, как близнец, как весы, дважды как овен,
Здесь мужчина такой настойчивый, что он играет и как психопат, и как любимый человек, и как газлайтер, и как абьюзер, и как душка-няшка. То есть он может быть скрытым магом. Маг здесь нигде не выпал. Будьте осторожны, он требует дополнительной проверки, этот мужчина. Ну и 10 монет. Здесь вы так вовлечены в чтение. То есть, ну, как бы есть некая такая книга, да, вот вовлечены. 17. И это у вас уже долго происходит. В это чтение вы так вовлечены долгое время. Это хроническое такое. Что оно как бы у вас как сериал. То есть эти отношения долгие на самом деле. Вам может быть казаться, что вы вчера познакомились. А они уже длятся долго. Вы за это время уже можете знать друг о друге намного больше. Но вот беда. О нем, скорее всего, вы ничего не знаете. Мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. И помните, для того, чтобы иногда по-настоящему проснуться, нужно вспомнить о реальности критического мышления и вспомнить о том, что рядом с вами может быть человек, который видит ситуацію совершенно по-другому. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.